Если вы прилетели из Москвы, переведите время на 4 часа вперед и настраивайтесь на наш ритм. Новосибирску нет еще и 100 лет, а нас уже 1,5 миллиона. Ни один город в мире не рос так быстро. Не все знают, что у истоков города имя одного из замечательных русских писателей и инженеров Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Это он выбрал место, где и был построен железнодорожный мост. Вот отсюда начинался город, на пересечении 2 великих путей – реки Обь и Транссиба. Да, короток век между таежной просекой и нашей главной улицей. Короток и стремителен. А вот по этой улице, бывшей Михайловской, ехал на лошадях, добираясь к месту сибирской ссылки, молодой Ленин. Теперь улица носит его имя. Место ссылки. Что еще можно было сказать об этих краях? Но пришел 17-й год, и город стал одним из главных центров революционного движения в Сибири. Короток век, но память не коротка. Факел совсем не случайно стал символом нашего города. И сейчас каждую весну вспыхивают факелы молодежной маевки. Unido, jamás será vencido. Enfrentemos primero a la muerte, traicionarla a la patria jamás. Venceremos, venceremos, 1000 cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Не было в мировой практике, чтобы за такой короткий срок город вошел в первую десятку индустриальных гигантов страны. Да здравствует героический рабочий класс страны Совета! Ура! Со дня основания Новосибирск остается крупнейшим транспортным узлом. Отправлять и принимать грузы – одна из его рабочих профессий. Со временем только меняется акцент. Новосибирск все больше отправляет.
Самое чистое в мире олово, например. Международной премией «Золотой Меркурий» отмечено электротермическое оборудование. Наши электропечи, в которых выплавляют сверхпрочную сталь, фосфор, работают в 40 странах мира. А можно было бы рассказать и о сельскохозяйственных машинах, и о точнейшей электронике, тяжелых станках и видеомагнитофонах, электрогенераторах, ткацких станках и полиграфической продукции. Не знаю другого такого города, который на подступах к своему столетию имел бы 120 тысяч студентов, будущих ученых, инженеров, экономистов, врачей, педагогов. У нас 16 вузов. Молодость и наука – основа нашего будущего. Не перестает удивлять и привлекать внимание зарубежных гостей Академгородок, центр сибирского отделения Академии наук СССР. Ученые разных стран имеют возможность не только работать на уникальных установках в Институте ядерной физики, но и понять сам феномен сибирской науки, которая родилась всего 30 лет назад и уже завоевала международное признание. Здесь многому нельзя не поразиться. Хотя бы голографической записи информации. С помощью лазерного луча ученые Института автоматики и электрометрии переписали на такую пластинку целый том, а в одну кассету уместили небольшую библиотеку. А эти книги мы сохраним в таком виде, в каком они дошли до нас, тоже ради будущего. Одно из полных в стране собраний древних книг хранится в Государственной и публичной научно-технической библиотеке. Город
запрограммированный на будущее. Новосибирские школьники уже сегодня сели за компьютеры. А как иначе? В окружении 3 академий растут наши дети. Как увлеченный делом человек, наш город не всегда успевает позаботиться о своем внешнем виде. Но справедливости ради надо сказать, что архитектурные ансамбли всегда складывались веками. Значит, и здесь у нас все еще впереди. Мы рады, что в нашем зоопарке прекрасно прижились южане. Конечно, масштабами Новосибирска можно было бы гордиться. Но представьте, каково добираться от работы домой при таких расстояниях и морозах. Потому метро для города – большое благо. Пока всего несколько станций, но ведь строятся новые. И чем длиннее линии подземного проспекта, тем короче будут наши ежедневные переезды. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Чемпионки страны по баскетболу новосибирские «Динамо» встречаются сегодня на своем поле с давними соперницами – рижской командой ТТТ. Очередная встреча по хоккею на чемпионате страны среди команд первой лиги состоится.
Государственный академический театр оперы и балета. Его называют Большой театр Сибири. Строился он в годы войны и дал свой первый спектакль 12 мая 1945 года. Наших артистов знают и за рубежом. Все больше гастролей, а дома репетиций. В последние годы заявила о себе Новосибирская школа юных скрипачей. Мы тянемся к шедеврам мирового искусства, но и сами вызываем все больше интерес. Вот делегация парламента Дании интересуется даже тем, как мы женимся. Синоптики утверждают, что в Новосибирске столько же солнечных дней в году, сколько в Сочи. Летом мы охотно в это верим. Сибиряки вообще оптимисты. Здравствуй, новый житель Новосибирска. Дальше твоя биография и биография твоего города.